Период Эдо – это третья часть. Как пишет Ричард Теймс, конфуцианство являлось официальной идеологией режима, поэтому его толкователи обладали властью и престижем. Но также в Японии были и другие интеллектуальные течения, которые содержали в себе предпосылки вызова главенствующей ортодоксии. Так, движение Какугаку, изучение национальной истории, началось с попытки ученого сообщества заново оценить древнюю японскую поэзию. Под руководством Хирата Ацутана исследование уникальной синтоистской мифологии было призвано доказать врожденное превосходство Японии и ее народа. Из-за этого опасного принципа впоследствии случилось большое несчастье. Итак, расцвет неоконфуцианства был интеллектуальным достижением данного периода. Буддийские священнослужители долгое время активно занимались изучением конфуцианства в Японии, но в данный период конфуцианство вышло из-под контроля буддийской религии. Эта система взглядов привлекла внимание к светскому взгляду на человека и общество. Этический гуманизм, рационализм и историческая перспектива неоконфуцианской доктрины привлекали представителей официального класса. К середине 17 века неоконфуцианство стало доминирующей правовой философией Японии и внесло непосредственный вклад в развитие философской школы Какугаку. Ученые Какугаку работали над тем, чтобы переориентировать японскую науку с доминировавшего в то время изучения китайских, конфуцианских и буддийских текстов на исследование ранней японской классики. Углубленные исследования и все более широкое применение неоконфуцианства способствовали переходу социального и политического порядка от феодальных норм к практикам, ориентированным на классы и большие группы. Правление народа или конфуцианский человек постепенно заменялись верховенством закона. Были разработаны новые законы и введены в действие новые административные механизмы. Новая теория государственного устройства и новое видение общества стали средством обоснования более всеобъемлющего управления со стороны сёгуната. Каждый человек занимал особое место в обществе и должен был трудиться для выполнения своей жизненной миссии. Людьми должны были доброжелательно управлять те, в чьи обязанности входило править. Правительство было всемогущим, но ответственным и гуманным. Хотя классовая система находилась под влиянием неоконфуцианства, она не была идентична ему. В то время как в китайской модели солдаты и духовенство находились в самом низу иерархии, в Японии некоторые представители этих классов составляли правящую элиту. Представители самурайского сословия придерживались традиций бусидо-бусидо, проявляя новый интерес к японской истории, совершенствуясь в традициях конфуцианских ученых, администраторов. В таких городах, как Осака, Киото и Эдо, возникла особая культура, известная как чониндо – путь горожан. Это поощряло стремление к качествам по принципам бусидо, трудолюбию, честности, благородству, преданности и бережливости, и сочетало в себе синтоистские, неоконфуцианские и буддийские верования. Также поощрялось изучение математики, астрономии, картографии, инженерного дела и медицины. Особое внимание уделялось качеству изготовления, особенно в области искусства. Буддизм и синтоизм по-прежнему были важны в Японии. Буддизм наряду с неоконфуцианством обеспечивал стандарты социального поведения. Хотя буддизм не был столь политически влиятельным, как в прошлом, высшие классы по-прежнему поддерживали буддизм. Запреты на христианство пошли на пользу буддизму в 1640 году, когда сёгунат приказал всем желающим записываться в храм. Жесткое разделение общества помогло укрепить местные синтоистские традиции. Синтоизм обеспечивал духовную поддержку политическому порядку и был важным связующим звеном между человеком и обществом. Синтоизм также помогал сохранять чувство национальной идентичности. Со временем синтоизм приобрел интеллектуальную форму, сформированную неоконфуцианским рационализмом и материализмом. И Какугаку движение возникло в результате взаимодействия этих двух систем вероучений. Какугаку данное движение способствовало национализму Японии, ориентированному на императора и возрождению синтоизма, как национального вероучения в XVIII и XIX веках. Кодзики, нихонги и маньёсю были изучены заново в поисках японского духа. Некоторые из движения Какугаку, например, Матоори Наринага, он критиковал конфуцианское буддийское влияние, по сути иностранное влияние, за то, что оно осквернило древние обычаи Японии. По мнению сторонников Какугаку, Япония была страной ками и как таковая имела особое предназначение.
В течение этого периода Япония изучала западные науки и методы с помощью рангаку по информации и книгам, полученным от голландских торговцев. Основными областями, которые были изучены география, медицина, естественные науки, астрономия, искусство, языки, физические науки и механические науки, примером чего является разработка японских часовых механизмов или вадокей. Все это благодаря западным технологиям, и среди тех, кто изучал механику в то время особого упоминания, заслуживает Танака Хисасиге, основатель Тошиба, из-за технической оригинальности и утонченности его часов и кукол Каракури Нингё. Их трудно реставрировать даже сегодня. До модернизации Японии они считались высокомеханическим наследием. И важно указать, как пишет Ричард Теймс, многие научные триумфы явились результатом исключительно индивидуальных усилий, а не институционального патронажа. Отсутствие подлинного научного духа могло быть одним из интеллектуальных недостатков эпохи, но это до некоторой степени восполнялось отсутствием религиозного фанатизма. В области искусства японская художественная школа Римпа стала популярной. Картины и поделки школы Римпа отличаются высокой декоративностью и эффективным дизайном и с использованием золотых и серебряных листьев, смелыми композициями, с упрощенными объектами для рисования, повторяющимися узорами и игривым духом. Важными фигурами данной школы являются Таварая Сотацу, Ханяма Каэцу, Агата Корин, Сакаи Хоицу и другие. В связи с окончанием периода гражданской войны и развитием экономики было создано много поделок, обладающих высокой художественной ценностью. Мебель и предметы интерьера, красиво украшенные лаком, металлом, стали популярны среди богатых людей. Впервые у городского населения появились средства и свободное время для поддержки новой массовой культуры. Их стремление к удовольствиям стало известно как укиё, плавучий мир или плывущий мир, идеальный мир моды, популярных развлечений, поиска эстетических качеств в предметах и действиях повседневной жизни. Профессиональные артистки, гейши, музыка, популярные рассказы, кабуки, театр и бунраку, кукольный театр, поэзия, богатая литература и искусство, представленные прекрасными гравюрами на дереве. Все это было частью расцвета культуры укиё. Литература также процветала благодаря произведениям Тикамацу Модзаймона и Басё. Укиё – это жанр живописи и гравюр, который развился в конце 17 века и первоначально изображал развлечения в увеселительных районах Эдо. Данный жанр приходил в упадок из-за модернизации, которая считала укиё старомодным и трудоемким в изготовлении по сравнению с западными технологиями. Период Эдо характеризовался беспрецедентным экономическим развитием, несмотря на прекращение контактов с внешним миром, и культурным развитием, особенно в том, что касается театра, музыки и других развлечений. Появилось несколько различных видов кабуки. Некоторые из них, такие как сибараку или шибараку, были доступны только в определенное время года, в то время как некоторые труппы выступали только для знати. Модные тенденции, сатирические сюжеты местных новостей и реклама также часто были частью театра кабуки. Люди наслаждались ракуго, комической историей и исторической историей, кодан, в специальном театре под названием йосе. Что касаемо спорта, сумо – вид единоборства, который стал самым популярным видом спорта. Садоводство было популярным времяпрепровождением. Особенно в Эдо люди ценили цветы и с энтузиазмом занимались улучшением сортов цветов, поэтому одна за другой выходили специализированные книги. Путешествия стали популярны из-за улучшения дорог. Одежда приобрела широкий спектр рисунков и декоративных техник. Текстильная промышленность развивалась и использовала все более изощренные методы вышивки. В этот период женщины стали использовать более яркие цвета и смелый дизайн. Рост торгового класса вызвал рост спроса на изысканные костюмы, в то время как обычные кимоно обычно создавались женщинами в домашних условиях, роскошные шелковые кимоно разрабатывались и создавались художниками-специалистами, которые, как правило, были мужчинами.